Солнце – источник света и тепла нашей планеты, однако Солнце худеет, и это факт. Виной тому солнечный ветер и превращение массы в энергию в ходе термоядерных реакций. Однако этот процесс очень сложно наблюдать астрономам, ведь светило на весы не положишь, а его так называемое похудание происходит довольно медленно. Но ученые смогли найти выход, использовав Меркурий в качестве своего космического спецагента, ведь изменение массы Солнца неминуемо должно отразиться на орбите ближайшей к нему планеты. Исследователи опирались на результаты аппарата Messenger, который работал на орбите планеты 5 долгих лет с марта 2011 года по апрель 2015 и провел предварительные измерения еще на подлете в 2009 году. Одним из таких изменений является сплющивание светила. С течением времени его экваториальный радиус растет, а полярный начинает уменьшаться, как будто кто-то давит ладонями на полюса Солнца и деформирует его. Другой эффект – уже упомянутая потеря массы. Поэтому полученные результаты являются одной из немногих оценок и, вероятно, самой точной всех темпов похудания Солнца, которые получены благодаря наблюдениям, а не только одной теории. Исходя из этого, получается, что светило теряет чуть менее 0,1% своей массы за 10 миллиардов лет. Соответственно, изменение орбиты Меркурия измеряется сантиметрами в год. Но орбита Меркурия, как индикатор научной истины, это не новость. Когда-то ученые обнаружили, что смещение ближайшей к Солнцу точки этой орбиты нельзя полностью объяснить ньютоновской теорией тяготения, если в Солнечной системе имеются только известные тела. Поэтому озадаченные астрономы придумали планету-вулкан, которая должна была бы находиться еще ближе к Солнцу и своим тяготением возмущать орбиту Меркурия. Но действительность оказалась гораздо интереснее. Поведение планеты полностью объяснила общая теория относительности. Однако любые научные теории очень важно проверять наблюдениями и экспериментами. Точные и тонкие измерения помогли бы исследователям выяснить, верны ли наши представления о жизни Солнца. Хотя наблюдаемые темпы похудания оказались несколько ниже расчетных, но в целом результаты хорошо согласуются с теорией. Поэтому в копилке человечества стало немного больше надежных знаний о звезде, которой мы просто обязаны своим существованием. По расчетам экспертов, за один календарный год горящая звезда теряет около 180 триллионов тонн вещества, восстановление которого абсолютно не происходит. Со времен наблюдения за Солнцем ученые установили, что оно потеряло около 0,1% своей массы, и в дальнейшем потеря приведет к тому, что орбиты всех планет будут подвергаться трансформации. И еще, в одном из роликов о Меркурии я говорил о запуске нового зонда к первой планете Солнечной системы. И это правда. Действительно, в этом году планируется новый запуск, поэтому нам стоит просто немного подождать, чтобы узнать еще более интересные подробности. Ну и в конце, как обычно, если понравилось видео, обязательно поставь лайк. Спасибо за просмотр. Пока.